Вот есть такая фраза: «Земля похоронила этих солдат». Хотя земля и похоронила, но все равно родные не похоронили их. Мы прежде всего понимаем, что они даже вот тут лежащие, и вроде даже похороненные во время боев, они похоронены неправильно. Люди! Кто-нибудь остановитесь! Ау! Сначала поиск вообще начинался, когда люди пришли и увидели здесь, кости лежали сверху. И просто собирали их. Вот, смотрите, видите, мы до обороны дошли, до немецкой, колючка торчит. Это что-то типа воронки, но тяжелое. Использовали и минометы, и артиллерийские орудия. Здесь начинается нейтралка. Немецкая оборона, наши пытались ее взять с января 42-го, но прорвали ее только в январе 44-го. И в этой нейтральной полосе верховые и по ямкам наши солдаты лежат, поэтому место, где можно еще работать. Я смотрю, что много женщин, хотя поисковая работа, она очень такая сложная. Уместно ли здесь задавать вопрос, это женское или не женское дело, вот на ваш взгляд? Я понимаю, что для девчонок это действительно, это даже нахождение в лесу значительно труднее, потому что это по-настоящему большой физический труд. Ну, значит, что-то внутреннее ведет их сюда. Были какие-то сложные процедуры эксгумации. Ну, вот я очень помню, что мы работали в Старорусском районе и нашли большое воинское захоронение. Ну, это сложно было назвать захоронением, но их когда-то похоронили. Но это вот абсолютно глухой лес, и ничто не говорило о том, что здесь лежат погибшие солдаты. Мы вскрывали эту яму, нас было достаточно много, но закончили мы ее только через 3 дня и эксгумировали 103 солдата. И выползали из этой ямы все на карачках, наверное, так можно сказать. Чем больше проверишь, тем выше может результат быть работы. Только после 10-го наклона уже начинают болеть руки-ноги. Глубинный щуп, или новгородцы называют вертуха, дает возможность пробить ямки и на достаточной глубине, вот до метра, нащупать все, что нам сейчас не видно. Но эта работа тяжелая. Минут 10 обычно работаешь спокойно, а потом становится очень тяжело. Поэтому в поиске более популярен металлоискатель. Физическая сила такая хорошая нужна. Но даже не все мужчины работают на этом щупе. А вот такие братские могилы, вообще морально это же сложно на все это смотреть. Вы плакали? Нет, я не плакала. Я не плакала, но есть какие-то вещи, которые вот по-настоящему настолько глубоко трогают. Мы работали в мясном бару, и мы с такими же ребятами работали. И нашли бойца, нашли ботинок. Нас удивило прежде всего, что ботинок небольшого размера, что-то такое 39-й. Обычно, если находишь бойца, то ботинок там 42-й, 43-й, мужчины. Когда проводили весь процесс эксгумации, все у бойца было. И ложечки, и часы, еще какая-то мелочевка. Но потом, самое главное, мы нашли медальон. Открыли медальон, оказался он очень хорошей сохранности, и мы практически сразу прочитали. Это не просто боец, это медицинская сестра Тамара Быстрова. Мне кажется,
то, что пережили тогда все мы, это было, ну, таким, с одной стороны, очень тяжелым, а с другой стороны, ну, наверное, каким-то светлым чувством. Но эта история еще интересна тем, что мы буквально через неделю нашли родственников Тамары. Приехала уже на могилу семья, две живые сестры, племянники, племянницы. И они плакали, и мы плакали вместе с ними. А потом они нам показали письма, которые Тамара писала. Ну и в одном письме было написано, что скорее бы закончилась бы эта война, и мы обязательно отпразднуем свадьбу. Я встретила здесь человека, которого полюбила. Это врач Филипп Калашников. Что нас заставило потом заняться сбором информации об этом Филиппе Калашникове, уже вот сейчас никто не вспомнит, но результат был просто офигенный. Казалось, что Филиппа Калашникова буквально на том же месте, где мы нашли Тамару в 2012 году, а Филиппа Калашникова нашли поисковики в 1993 году. Мы эту историю называем как историю жениха и невесты. И в мясной бор, когда приезжаем, потом нашли, кстати, и родственников Филиппа Калашникова, они тоже приезжали. Они лежат немножко в разных местах, но когда мы приезжаем, мы всегда идем к нашей Тамаре, к нашему Филиппу, к жениху и невесте. Если лежит убитый, то провал. Вот так щуп ведешь, он как бы раз и проваливается. Ну, чаще всего. Ну, тут ничего интересного. Движемся дальше. Когда и почему вы себя связали с поисками? В 1989 году я первый раз попала в лес. Ну, это стало какой-то очень значимой частью моей жизни. Ну, к тому поколению граждан нашей страны отношусь, к которым очень значимы еще были события Великой Отечественной войны. И я даже помню, в какие-то детские годы я еще была пионеркой, и рассказывали и писали о красных следопытах, которые нашли погибшего солдата. И меня всегда это по-настоящему трогало. Ну и было такое желание когда-нибудь оказаться среди этих людей. Ну, я вот с гордостью могу сказать, что я имею отношение не просто к поисковому движению нашей Новгородской области, но и к семье Орловых. Николай Иванович Орлов, основатель поискового движения Новгородской области, но мы с гордостью говорим о том, что он основатель поискового движения всей страны нашей. Тогда практически невозможно было ходить в лес, все было заминировано еще. И в одном из таких походов Коля просто заблудился, вышел на болото. На болоте увидел страшную картину. Останки человека, хотя это был 46-й год, бои 42-го года, но болото имеет такую достаточно интересную особенность, некая такая консервация органики. И человек практически не разложился. И рядом стояла лисица и рвала куски человеческого мяса. Вот того бойца он похоронил. Когда он его хоронил, у него выпала капсула из кармана. Это был солдатский медальон. Он прочитал его, написал письмо по тому адресу, который там был написан. И буквально через 2 недели ему пришел ответ. Писала мама этого солдата. Писала о том, что она теперь понимала, что погиб ее единственный сын. Но в то же время в том письме она благодарила его за то, что теперь есть то место, куда она может приехать, поклониться могиле сына. Это был какой-то один из первых походов, который в конечном итоге привел к тому, что Коля, а потом взрослеющий уже Николай Иванович, стал очень осознанно идти в лес в поисках вот этих погибших солдат. Потом он привел 2 своих сыновей, Валеру и Сашу. Вот его сын Саша Орлов, мой муж. Ну, мы встретились в лесу,
И это были два разных поисковика, и были два разных отряда. Потом мы стали вместе работать. Но я вот с гордостью говорю о том, что я к этой плеяде Орловых стала принадлежать. То есть у вас даже здесь любовная история, вы свою судьбу встретили. Ну, кстати, свадьбы поисковые – это не редкость. Ну, это действительно, наверное, оказавшись вот в таких непростых условиях, люди достаточно глубоко осознают вот плюсы и минусы тех людей, которых видят рядом с собой. Дети тоже пошли по стопам? Маша и Миша долгое время с нами ходили, но сейчас они отошли от поиска, ну, достаточно объективно. И что, ты хочешь, чтобы я нырнула? Это тебе нужно Саню Панова позвать. Он у нас морж. Воронок тут много. Значит, бой был серьезный. Иногда удивляешься, столько лет работаем, а бойцы еще попадаются. Я думаю, что по вот этой территории, это бои Волховского фронта, думаю, что процентов уже 95 однозначно собрано. Вот по приблизительным подсчетам на территории Новгородской области погибло 850 тысяч погибших, погибло около 850 тысяч человек. Кстати, все население Новгородской области сейчас 600 тысяч человек. Наверное, поэтому продолжается поисковая работа. Не пора ли нам чайку поставить? А каково быть вот командиром отряда? Это достаточно трудно. Безусловно, нужно быть лидером. Безусловно, нужно уметь брать ответственность за людей, за работу, за их жизнь, за их здоровье. И это трудно, безусловно, трудно. Они вышли прямо на немецкую линию. Да. Крайняя, не крайняя, но какая-то из этих линий. Нарытая с колючкой. Туда сейчас сдвинемся, там чуток поработаем. Тань, давай ты со мной. Ир, ты за Сашей. Крутимся здесь пока. 42 алюминий. Угу. Нет, лопату убираем. Первая находка. Что это такое? Это часть головы от мины. Ну, вот передняя часть называется голова. Вот это все, ну, вот это не минометное, а вот эти, вот это все минометные ямки. Пошли. А есть причины, по которым вы бы не взяли человека в отряд? И как вообще вы отбираете людей? Может быть, я делаю неправильно, но я не отказываю всем тем, кто изъявляет желание попробовать. А были ситуации, когда вы пожалели о том, что взяли кого-то? Мне было обидно. Были случаи, когда мне было обидно, когда, ну, это не было предательством, но это были ситуации, когда, ну, действительно, человеку доверяешь, и этот человек поступает, ну, на мой взгляд, непорядочно. Ну, вот, например, сейчас тут среди тех, кто сегодня в лесу, один из поисковиков, которого я выгоняла. Но... За что? Было за что. Но прошло некоторое время, и он продолжал
изъявлять желание, просить вернуть его в отряд. Сейчас он здесь. Он стал другим, он стал взрослее, он прошел некий этап жизни, и жизнь его научила многому. Мышь, смотрите, бежит. О, все, уже сбежала. Бешеная, смотрите, она, у нее пена. Вон она. Слушай, это бешеная мышь. Напугал. Нам бешеные мыши не страшны. Вон бревна. Расскажите про первую находку свою. Мне запомнилось, может быть, это была не первая находка, но это был, наверное, вот как раз 89-й год, когда я попала в лес. Нам дали щупы и сказали: идем. И мы шли и щупами вот пробивали землю. Вышли мы на полянку, один из поисковиков более опытных нашел бойцов, и он сказал: ребят, вставайте, давайте поднимайте этих бойцов. И мы стали разрывать эту землю, снимать эту землю, и вот эти косточки оголились, фляга, котелки, а рядом со мной был мальчишка, ну, лет, наверное, ему 16 или 17 было. И вот мы вместе рвем эти корни. И он вдруг говорит, никому не обращаясь, и я поняла, что он обращался вот к этим останкам, к этому погибшему человеку. Он сказал: мужик, ты потерпи, мы сейчас тебя вытащим. Меня тогда это настолько поразило, что я запомнила. Это вот больше 30 лет прошло, и я помню тот один из первых моих выходов, тех солдат первых, которых мы поднимали, и вот эти слова, которые произнес этот мальчишка, который вместе со мной поднимал. О, смотрите, какой-то ключик. Ключик это это наличие того, что здесь был человек. А значит, надо проверять. Тань, давай вот эту площадочку вскрой. Посмотри, что здесь. У вас есть что-нибудь? А я нашла ключик. Еще от ящика какую-то штучку нашла. И тут каска есть. А вон кружечка. Кружечка солдатская, значит, и боец был. Еще одна история такая, она 95-го или 96-го года. Мы нашли бойца, у него прекрасно сохранившийся медальон, боец Ильин. Я сразу же на основании этого медальона, по тому адресу, который там был указан, я сразу же написала письмо. Через 2 недели пришел ответ. Я открываю конверт. Там обычный листок бумаги из тетрадки вырванный. Здравствуйте, дорогие поисковики. Как хорошо, что вы нашли моего папу. Спасибо вам большое. Мама уже умерла, но вот я наконец-таки дождалась. А потом этот же листочек я переворачиваю тем же абсолютно почерком, только слова другие. Здравствуй, дорогой папочка, наконец-таки ты нашелся. Мама умерла, не дождалась, а я вот тебя дождалась. Вы встретились? Через 2 дня эта женщина к нам приехала. Эта женщина начала смотреть вот на лица, на членов нашей семьи. Потом заплакала. Она подумала, по-настоящему подумала. Это же вот много историй таких было, когда там из плена не возвращались, когда
вот происходило что-то на фронте, и люди не возвращались домой, но оставались живыми. И она подумала, что вот это письмо написал все-таки отец. Вот много-много лет он не писал, а решил все-таки подать им весточку. И она достала письмо и стала показывать, ну вот же, смотрите, почерк моего папы. И вот ваше письмо. А у меня такие ровные каллиграфические буковки. Ну, какое-то сходство есть, но, конечно, это сходство она просто нашла. Такая история. Вот еще призма. Это кости. Нет, это бинокль. бинокль. К сожалению, по номеру бинокля нам не установить владельца. От бинокля практически ничего не осталось. Вот. Ну, нет, вот там название. Зато тут линзы все сохранились. Если тебе посидеть пару месяцев в ЦАМа, тогда, конечно, ты установишь. Свести? Свистю. Нет. Еще дальше? Там это труха металлическая. Да, а второй окуляр не нашелся? Нашелся. Вот, отлично. Я правильно понимаю, что вы прям посвятили свою жизнь этому делу? Нет. Нет? Чем вы Нет, занимаетесь? это в жизни? моя, ну, это да, действительно, это значительная часть моей жизни и очень важная часть. Ну, А чем вы занимаетесь в обычной жизни? Вне вот поисковых дел. вообще у нас педагогическая семья, мама педагог, сестра педагог, папа был когда-то педагогом. И я больше 20 лет работала педагогом. И я получила предложение стать руководителем зала воинской славы. Ну вот, кстати, да, я не задумывалась над этим. Вот получилось, что именно поиск определил на данном этапе жизни, а я уже 10 лет руководитель зала воинской славы, определил и мою профессиональную деятельность. Глебушка, видишь? Где-то вот тут копай. Мы сегодня с вами вместе ходили, там были дети. То есть детям это тоже интересно? По-разному. Безусловно, есть та категория детей, которых приводят родители. Для них события, истории настолько значимы, что они считают, что это должно стать неким ключевым моментом жизни их детей. Да, Я уже нашел. Что-то крутое. давай показывай. Только это не останки, не от самолета. Слушай, это большой осколок. Осколки летели и убивали людей, поэтому это не крутое. Это плохой кусок металла. Но он, наверное, не убил человека. Так что оставляй его просто. В 90-е очень много приезжало детей. И даже я застала еще приезжающих жен погибших солдат. Сейчас уже приезжают правнуки. Но я вот настолько однажды удивилась, увидев правнуков с тем реальным желанием узнать о том, участником каких событий был их вот здесь погибший прадед. Они прям вступали в поисковые отряды? Кстати, есть, да, такие истории действительно есть. Ну, кстати, вот Саша Додонов, москвич, он ведь стал участником поиска, потому что его дядя погиб здесь, под Мясным Бором. И его мама много раз говорила о том, что ей очень хотелось бы узнать, что произошло с братом. Написал и стал вот действительно таким активным участником поисковых работ. Каждый раз приезжает на вахту и говорит, ну, может быть, на этой вахте я найду своего дядю. Я помню, когда первый раз приехал, Светлана Михайловна еще водила, это было 11 лет назад.
Меня поразило, что там штыки торчали из земли, то есть бойцы убитые лежали, и кончики штыков торчали из земли. Вот. Еще тогда, хотя там уже работали очень долго, ну сколько там, с 80-х годов. Некоторые отряды рассказывают какие-то мистические истории. У вас случалось что-то? У нас вообще очень интересно, знаете, вот поиск, он дает такой толчок людям, ну, в таких, на мой взгляд, очень хороших проявлениях. Кто-то начинает писать стихи, песни, причем реально очень хорошие, настоящие. Вот, видно, настолько там вывернулось в душе что-то после того, как люди поработали здесь, что это дает толчок к созданию каких-то очень интересных, ярких произведений. Вот по-настоящему. Например, здесь Ира Кузьмина есть, она такие стихи пишет. День затих, и уже шевельнул товарищ над костром завороженную струной. День затих, но расправила плечи память и к огню протянула свою ладонь. И листают горькие страницы, проявляя пламенем огня из военных дней живые лица тех солдат, что пали за меня. Ночь пройдет, день опять на ребят натянет в гниль болот верные сидоры сапоги, поведет за щупами да миноками в те края, где послышались их шаги. Кто себя не звал, но был героем, не сберег ни жизни и ни имен, но забвением только удостоен, будто грязь, лежать без похорон. Это ложь, что имен их уже не вспомнят, раз ушли жены, матери, сыновья. Ты найдешь добрым именем ставший подвиг, вдруг его к свету вынет рука твоя. Алексеем, Юрой, Николаем называли в жизни тех ребят. Меж собой да в песнях вспоминаем. Как родных. А помнишь тот солдат? День придет, растревожит опять товарищ дым костра завороженную струной, и опять нас обнимет с тобою память, и без слов крепко стиснет твою ладонь, что раскроет блеклые страницы, оживляя в дар грядущим дням их черты, дела, слова и мысли тех солдат, что пали за меня.